Друзья, снова привет. Каждый раз повторяю, приезжаю на рыбалку и везет с погодой. Приехал, ветер, идет слом, приехал ловить карася. Но надеюсь, что все получится. Это уже мой в этом зимнем сезоне 5-й выезд, и не было случая, чтобы я остался без рыбы. Вот, сейчас не стал я вам показывать свою подготовку. В каждом моем фильме практически все одинаково. Приехал, дошел до точки, засверлил, померил глубину, по шарику прикормки бросил. Сегодня у меня Дунаев зимняя прикормка готовая. Вот, не стал я заморачиваться, делать другую. Ну и нужна такая прикормка инертная, тяжелая, чтобы она легла на дно. Уже готовая, хорошо увлажненная, чтобы не собирать плотву. Вот, закормил, прошел по всем точкам уже с утра. Сейчас в районе 8 часов. И нашел пару лунок из 8, я закормил, где проклевывался карасик. Камеру еще не ставил, чтобы не тратить время, там, не ждать пустых поклевок. Вот. Сейчас сел в палатке на лунке и буду ловить. Как только будут поклевки, я опять подключусь и будем с вами общаться, ловить рыбу. Кстати, сегодня взял одни и вторые санки свои. Вот, ловить буду на удочку с поплавком и удочку с кивком. Здесь у меня мормышка, а здесь у меня крючочек. Крючочек маленький, 14-й. Там маленькая дробиночка на, наверное, 0,1 грамма. Ну, в общем, это очень чувствительная снасть. Сегодня буду на нее ловить в тандеме с кивковой снастью. Ну что, погнали. По наживке что у меня? По наживке у меня опарыш сейчас будет. Цепляю одного и, наверное, 3 мотыликов. Вот. Карась в этом водоеме отзывается и на мотыля, и на опарыша. Можно, конечно, и 2 нацепить, но мотыля храню, как я вам и показывал, в своем полотенечке. Очень хорошо он там сохраняется, живой такой. Дома я его перед рыбалкой пропустил через сито специальное, для того, чтобы отсеивать мотыля дохлого. Вот этот весь хороший. Мелковат, правда, но ничего. Начнем с такого. Ветер задевает поплавки. Кивочки тоже. Ну что, здесь нет. Переходим к другим санкам. Пошли сядем в желтые. Мало того, что ветер, сегодня еще и скользко ходить. Расставил жерлицы на удачу, 5 штучек поставил. Нашел на льду мертвых плотвешек. Не знаю, что получится. Так, ну вот мы и дома. Сейчас санки поверну так, чтобы ветер меньше задувал. Подключил своего помощника. Смотрите, в толще воды сколько сигналов рыбы. И у дна, в принципе, вот тоже точки. Поклевок еще нет, но рыба уже, видимо, в этой зоне чувствует запах. Потом я сверху насыпал немножко кормового мотыля.
Возможно, она собирается сейчас. Но будем ждать. Ну что, кто первый? Поплавок или кивок? Давайте, как там говорят, устроим вам соревнование, да? Не русское слово батл. Что это, плотва была? Такая дерзкая поклевка. Карась, конечно, тоже так умеет. Подразним. О, проснулся. Вот он. Проснулся. Ну, отлично. Карасик небольшой. Ну, потом сортировку сделаем. Всех маленьких отпустим. Как говорят, о крупных будем складывать спичный коробок, да? Старая рыбацкая шутка. Каждый раз освежаю мотыликов. Чтобы не думал, что я жадный. О, красота. Вперед. Мимо. Так тоже бывает. Еще попытка. О! Пока мы с вами бдительно смотрели на кивок, я тут выволок вот такого красавца. О! Ух ты! Вот он. На поплавой. Ух ты! Да что ж ты такой скользкий. Вот он. Большой такой, хороший. Рыбачки ходят. Видимо, у кого нет стабильности. Все, пошли на следующую лунку. Так, третья лунка. У меня было притапливание. Нервы не выдержали. Я подсек. При притапливании это задевание лески. То есть, возможно, я погорячился. Ну вот, получается такая у меня раз, два, четвертая лунка. Четвертой лунки движение какое-то. Опять мазанул. Вот, а сейчас ты меня не обманул. Так, ну такое ощущение, что
Карась стал на точку. Смотрите, работает и коронка, и пустой крючок. Пасмурно, но все работает. Когда начинает клевать, не терпится. Без поклевки. Хочется, чтобы клевало и клевало. Но оно и правильно. Я вам на экране показал, что рыба подходит. Она сверху. Я насыпал еще прикормки тяжелой. Возможно, она ее опустила на запах. Мотыль опустился. В общем, я себя уговариваю, что рыба на дно опустилась. Глубина здесь вообще ни о чем. Чуть больше метра, 1,7 где-то. Ловить очень комфортно, приятно. Если бы не ветер, можно было бы вообще раздеться и на ящике сидеть. Мотылика не закрыл, будет подсыхать. Опа. Ага. Опа, да не опа. Подъемчик, ну, возможно, плотва была. Возможно, была плотва. Ух ты! Это да ладно. Не упирайся так. Лесочка тоненькая. Ой. Вот она. Там я вам показывал у крючка маленькие грузики. Рыба, когда поднимает наживку, она это грузика совершенно не чувствует, потому что поплавок полностью в воде. И поклевка такая, знаете, завораживающая. Поплавок всплывает. Я специально делаю расстояние там где-то от поверхности, ну, чуть больше сантиметра. И когда поплавочек даже касается поверхности, то есть это заметно для меня, но рыба не ощущает еще увеличивающегося веса груза. Вытаскивал только что снасть поплавочную, потому что удивительно не было поклевок долго на нее, с учетом того, что я уже несколько карасей поймал на кивковую. И действительно там, кроме опарыши, мотыля не было. То есть два подъемчика, которые я взвиванул, оставили такой результат. Ну и возможно еще были подъемы, пока я занимался кивком. Поэтому сейчас там у меня свежий мотыль на поплавке. А здесь уже были тоже подъемчики небольшие. Возможно, плотва развлекалась. Опа! Это плотва. Был бы карась, он бы, конечно, всосал этот пучок. Карась бы всосал. Ага, вот она. Вот она. Я же вам говорил, что... Так, вы... Куда ты? Мимо. Карася ждем. А ты тут
Все планы наши рушишь. Ну давай, давай. Я люблю поклевку на поплавок. Мы, наверное, ради поклевки на поплавок и приходим на рыбалку. О, вот классика была. Хороший такой подъемчик. Опля, сам выпрыгнул. Сам выпрыгнул. Вот он. Вот он красивый. Как я и сказал, видите? Вот. Два грузика маленьких-маленьких. Три основные здесь при том, что сам поплавочек очень-очень куда-то. Поплавочек очень маленький по грузоподъемности. Вот так. Потихоньку и наловим. Вон там поплавочек сейчас. О! Его прям подъема не было, сразу ушел под воду. Вот так. Вот он. Он сразу ушел под воду. Ну давайте я похвастаюсь. Хотя хвастаться некрасиво. Вот мои санки. Вон, пожалуйста. Карасевич. Уже в сумке там. Уже достаточное количество. Но остановиться же невозможно, да? Вы меня понимаете? Будем ловить, пока ловится. Раз и в домике. У меня есть видео. Так, хорошо видно. Где я такие санки-палатку делаю. Как она устроена, показываю. Вот в такую погоду, в сильный ветер, она позволила мне наловить вот столько рыбы. У меня двое санок, двое оборудованы вот палаткой такой. Одна больше, другая меньше. Но не суть. Очень здорово помогает вот весной, когда ветра, когда хочется на лед. Вот. Ну что, сегодня наловил много. Это получается у меня 20-литровая канистра моя. Ну и здесь карасей. Вполне достаточно. Что я могу сказать? Ловил на 2 удочки, но вы все в видео увидите. Коронка в основном помогала поймать крупного карася. 2 опарыша, мотыль. Рядом стояла всегда удочка с поплавком. Очень чувствительно, я вам показывал. Там маленькие грузики, леска. Леска не очень тонкая, 0,12. Вот. Но, тем не менее, не толстая, да? По меркам там лещевым. Вот. Из наживок что было? 2 опарыша, мотыль. На опарыша чистого... Сильный ветер, если боковой, я сейчас боком поставил. Парусит надо придерживать. Сейчас ветер пройдет. Ну что я хочу сказать. Видите, я попал в циклон в очередной раз. Но он мне не помешал наловить рыбу. Поэтому, как я и говорил вам всегда, если есть возможность, нужно ехать на рыбалку. Не смотреть на погоду, не смотреть на дождь, который сегодня тоже был, на ветер, на мороз. Пока есть возможность, ловите. А я с вами прощаюсь.
Кто не подписался, подписывайтесь. Канал Рыбалка своими руками. До скорых встреч. Пока-пока.